После того, как этот корабль был брошен посреди смертоносной снежной бури в Арктике, он более 37 лет плавал по морям всего мира. Многие люди считали, что история о нем была всего лишь легендой, пока не случилось нечто невообразимое. Шторм ревел, как разъяренный зверь, с неослабевающей яростью несущийся из Арктики. Команда корабля «Ницце» цеплялась за все, за что могла ухватиться, когда на палубе образовался лед, а вокруг завывал ледяной ветер. Капитан Джеймс Картер с покрытой инеем густой бородой стоял у штурвала корабля с мрачным лицом. Судно не было рассчитано на сокрушительный вес арктических льдов, которые в начале сезона окружали их со всех сторон. Предполагалось, что в заливе будет чисто, но погода испортилась быстрее, чем ожидалось. Ницце оказался в ловушке, зажатый в тисках льда, когда температура упала ниже того уровня, который они когда-либо видели. Корпус корабля застонал под давлением, как будто он тоже чувствовал приближение зимы. Капитан Картер выкрикивал приказы, пытаясь заставить свою команду двигаться, но все знали правду. Спасения не было. «Мы должны покинуть его, капитан!» — прокричал, перекрывая шум ветра, один из старших офицеров. Картер знал, что он прав. Не было смысла погибать вместе с кораблем. Неохотно кивнув, он отдал приказ. Ему больше всего на свете не хотелось бросать свой корабль, но у него не было выбора. Или так, или они пойдут ко дну вместе с ним. Мужчины собрали припасы так быстро, как только могли, и погрузили их на сани для похода в Кенай, штат Аляска, расположенный в полумиле отсюда. Городок был небольшим, но они могли продержаться там несколько дней, а может и недель, пока не растает лед. Они спустили Ницце обратно в море, по крайней мере, на это они надеялись. Команда, прижимаясь друг к другу, пробиралась по снегу, а пронизывающий ветер обжигал лица. Для некоторых в этом не было ничего нового. Арктика всегда была суровой. Для других это было первое знакомство с тем, насколько опасным может быть этот регион. Но мысли Картера были прикованы к его кораблю. Он командовал им почти 10 лет, перевозя товары по коварным морям между Канадой и Шотландией. Он знал каждый дюйм его палубы, истертую древесину под своими ботинками, то, как она рассекала воду в безветренный день. Оставить его было все равно, что бросить старого друга. Они добрались до Кеная, когда солнце начало садиться, заливая замерзший пейзаж жутковатым оранжевым сиянием. Горожане приветствовали их, предлагая то небольшое тепло, которое у них было. В ту ночь Картер сидел у костра, надеясь, что лед скоро ослабит свою хватку. 3 дня спустя группа рискнула вернуться к месту, где они оказались в ловушке. Но когда они прибыли, то не обнаружили ничего, кроме разбитого льда, простиравшегося до горизонта. Ницце исчез? Но как? Картер всматривался в горизонт, перебирая в уме возможные варианты. Неужели корабль оторвался от берега и уплыл прочь? Или судно затонуло подо льдом? Но не было никаких признаков, ни обломков, ни мусора, ничего. Невозможно было понять, что произошло на самом деле. Команда стояла в ошеломленном молчании. Арктика — непредсказуемое место, но это было что-то другое. У Картера внутри все сжалось от ужаса. За все годы своей жизни он ни разу не слышал и не видел, чтобы корабль исчезал бесследно. «Он где-то там», — пробормотал он скорее для себя, чем для кого-либо еще. Прошло несколько дней, прежде чем они получили известие из неожиданного источника от эскимоса, охотника на тюленей. Он принес с собой надежду, которую Картер считал невозможной. Он прибыл в маленький домик в Кенае с историей, которая показалась бы невероятной, если бы не была наполнена такой уверенностью. «Я видел ваш корабль», — сказал он на ломаном английском. Его лицо обветрилось от непогоды. Он все еще плывет в 45 милях к западу. Картеру не нужно было больше ничего слышать.
Собрав небольшую группу людей, они немедленно отправились на поиски Ницце. Они собирались найти его, даже если это будет последнее, что они сделают в своей жизни. Вскоре они заметили корабль, в точности, как описывал охотник, плывущий по течению. Это было настоящее чудо. Картер почувствовал облегчение, но, к сожалению, оно было недолгим. При ближайшем рассмотрении повреждения корабля оказались намного серьезнее, чем ожидалось. Корпус корабля треснул в нескольких местах, а часть палубы была покрыта толстым слоем льда. Судно уцелело, но с трудом. Картер понял, что это чудо, что оно все еще на плаву, учитывая повреждения. Он прошелся по палубе, оценивая ситуацию. Они были слишком далеко от помощи, а зима приближалась быстро, и времени оставалось не так уж много. «Мы возьмем все, что сможем, и уйдем», — наконец сказал Картер, и в его голосе слышалось смирение. Команда работала быстро, собирая то, что осталось от груза и припасов. Казалось неправильным оставлять Ницце, но другого выбора не было. Когда был выгружен последний ящик, Картер бросил последний взгляд на корабль, его силуэт четко выделялся на фоне ледяных просторов. Это был хороший корабль, но теперь он был во власти моря. Ему предстояло затонуть и вечно жить на дне Северного Ледовитого океана. По крайней мере, он так думал. Прошли месяцы. Картер вернулся в Шотландию с тяжелым сердцем из-за потери корабля. Компания «Залива» списала судно как потерянное, ставшее жертвой суровой арктической зимы. Жизнь продолжалась, как и его карьера капитана корабля, только теперь без его верного корабля. Но у моря были другие планы. Сначала среди моряков, отправившихся в ледяные воды Арктики, ходили слухи о том, что корабль был замечен далеко от того места, где он должен был находиться. Корабль, который выглядел поврежденным, старым и неуместным. Люди утверждали, что на корабле не было экипажа, и он просто бесцельно дрейфовал в море. Сначала это было воспринято как не более чем матросская болтовня. Но сообщения продолжали поступать от рыбаков и проходящих судов со всех концов северных морей. Это был Ницце, предположительно все еще живой и невредимый. Ранней весной 1933 года, почти через год после того, как судно было брошено, китобойная команда заметила Ницце, дрейфовавшего примерно в 200 милях от того места, где Картер в последний раз его видел. Команда попыталась подняться на борт, но внезапный шторм вынудил их отступить. В течение следующих нескольких месяцев последовали новые наблюдения, каждое из которых было еще более странным, чем предыдущее. Конечно, для Картера это было шокирующим известием. Он покинул свой корабль, зная, что тот пойдет ко дну, а не продолжит плавание. К тому времени, как слухи достигли Картера, Ницце уже стал чем-то вроде легенды. Они назвали его кораблем-призраком, бесцельно плывущим по ледяным водам, появляющимся и исчезающим, когда ему заблагорассудится. Картер не хотел в это верить, но доказательства были неопровержимы. Нельзя просто игнорировать рассказы моряков, передаваемые из уст в уста, особенно о судах с привидениями. Компания «Залива» получила достаточно сообщений, чтобы провести расследование. На север была направлена спасательная команда, оснащенная всем необходимым для поиска пропавшего судна. Но когда они прибыли к месту, где в последний раз видели Ницце, они не обнаружили ничего, кроме открытой воды. Корабль снова исчез. Означало ли это, что он наконец-то затонул? Или же происходило что-то более таинственное? К 1935 году легенда о Ницце распространилась повсюду. Моряки со всего мира рассказывали истории о том, как видели корабль-призрак, всегда одинокий, всегда дрейфующий в недосягаемости. Некоторые утверждали, что он проклят, и что любого, кто попытается подняться на борт, ждет ужасная участь. Другие считали, что он был просто призраком, плодом жестокого воображения моря.
Капитан Джек Палмер, опытный исследователь Арктики, не верил в привидения. Он всю свою жизнь бороздил опасные воды Севера, и старый корабль его не испугал. Поэтому, когда он услышал о Ницце, он поставил перед собой задачу найти его. После нескольких месяцев подготовки Палмер и его команда отправились на поиски неуловимого судна. Они следили за сообщениями, отслеживая появление корабля, как хлебные крошки, разбросанные по Арктике. Каждая зацепка приближала их, но Ницце оставался вне досягаемости, постоянно двигаясь, дрейфуя, оставаясь неуловимым, как и прежде. Наконец, летом 1935 года настойчивость Палмера принесла свои плоды. Они заметили корабль, маячивший вдалеке, как призрак из прошлого. Покрытый льдом с потрепанным годами корпусом, Ницце выглядел так, словно застыл во времени. Палмер приказал своей команде приготовиться к посадке, но когда они приблизились, погода внезапно резко изменилась. Ветер завыл, и лед под их ногами зашатался. Они попытались продолжить путь, но у Арктики были другие планы. Казалось, что море вступило в сговор с судном, постоянно мешая другим исследовать его старую, разбитую палубу. Через несколько минут шторм усилился, вынудив Палмера и его команду отказаться от своих попыток. К тому времени, когда шторм утих, Ницце снова исчез. Это было крайне неприятно для всех участников. Палмер вернулся домой с пустыми руками, но легенда о Ницце росла. Теперь это было нечто большее, чем просто корабль. Это был призрак, фантом, бродивший по северным морям и отвергавший все попытки захватить его. И даже он теперь изо всех сил пытался отрицать этот факт, несмотря на свои прежние убеждения. Как еще он мог объяснить неуловимое поведение огромного корабля? Корабль не исчезал просто так, потому что не хотел, чтобы на него поднимались. Шли годы, но Ницце не исчезал в неизвестности. Вместо этого он сам по себе стал легендой, кораблем, обреченным бороздить мировые моря без посторонней помощи. В период с 1935 по 1960. 9-й год судно неоднократно замечалось моряками из самых разных мест. Каждое новое наблюдение было более невероятным, чем предыдущее. Некоторые говорили, что корабль был в идеальном состоянии, как будто его сохранили арктические морозы. Другие описывали его как ржавый, разлагающийся остров, в котором едва можно было узнать то гордое судно, которым оно когда-то было. Но одно оставалось неизменным. Никто никогда не мог подобраться к нему достаточно близко, чтобы подняться на борт. Каждая попытка заканчивалась неудачей либо из-за внезапных штормов, либо из-за того, что судно исчезало именно тогда, когда казалось, что оно в пределах досягаемости. Казалось, что Ницце обладает собственной волей, решив оставаться загадкой. К концу 1960-х годов Ницце стал скорее мифом, чем реальностью. Моряки перешептывались, рассказывая истории о корабле-призраке, который бросил вызов времени и смерти. Но, несмотря на все эти истории, никто не мог с уверенностью сказать, что с ним стало. Затем, в 1970 году, 37 лет спустя, его видели в последний раз. Холодным зимним днем группа рыбаков заметила Ницце, дрейфующего по Чукотскому морю. Они молча наблюдали, как корабль медленно движется по воде. На борту не было ни команды, ни каких-либо признаков жизни, только безмолвный призрачный корабль, одинокий в арктической глуши. Слух о наблюдении быстро распространился, и правительство Аляски начало официальные поиски. В течение нескольких недель они прочесывали регион в поисках любых следов Ницце, будь то плавающих или затонувших под волнами. Но, несмотря на все их усилия, они ничего не нашли. Ницце снова исчез, на этот раз навсегда. В течение многих лет люди говорили о легенде, связанной с кораблем,
И это, естественно, привело к тому, что легенда продолжала жить, но никто никогда не ожидал увидеть ее снова. В 2007 году, спустя более 70 лет после того, как Ницце был брошен, новая экспедиция отправилась в путь, чтобы выяснить правду о корабле-призраке. Вооруженная современными технологиями, команда прочесала Чукотское море в поисках любых следов пропавшего судна. Они использовали гидролокаторы, спутниковые снимки и даже беспилотники для сканирования ледяных вод, надеясь найти место последнего упокоения Ницце. В течение нескольких недель они ничего не находили. Море, казалось, намерено было хранить свои тайны. Затем, в последний день экспедиции, они уловили сигнал. Он был слабым, едва различимым, но он был металлический предмет, погребенный глубоко подо льдом. Неужели это Ницце? Неужели он, наконец, обрел покой? Команда спустила на воду дистанционно управляемый подводный аппарат, камера которого транслировала на корабль видеозапись в режиме реального времени. Когда аппарат опустился, стали видны очертания корпуса корабля. Съемочная группа затаила дыхание, когда камера показала больше деталей — ржавую сталь, разбитые окна и узнаваемую эмблему компании залива. Они сделали это. Спустя столько времени они нашли неуловимого Ницце. Но когда камера скользнула по палубе, их внимание привлекло нечто странное, чего там не должно было быть. На носу корабля стояла фигура, вмерзшая в лед. Это был мужчина, одетый в потрепанную форму капитана. Его тело, сохранившееся на морозе, было видно любому наблюдателю. Судя по тому, что они могли видеть, многие предположили, что этот человек действительно был любимым капитаном корабля Джеймсом Картером. Капитан, покинувший корабль много лет назад, вернулся. Его тело застыло во времени, и он стоял на страже корабля, который когда-то называл домом. Как он там оказался, никто не мог сказать, но одно было ясно наверняка. Ницце, корабль-призрак, который бороздил моря мира почти 4 десятилетия, наконец-то обрел покой. Дорогие зрители, а вы верите в историю о таком корабле-призраке? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.